Так, стоп. Что можно делать с биткоином? Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще, это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Вы на канале крупнейшего ресурса о криптовалютах в Рунете. Мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает о возможности стейкать биткоин. Не переключайтесь, поставьте нам лайк за старание, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Не пропускайте новые полезные видео о криптовалютах. Слушайте, я наполовину биткоин-максималист, но я понимаю всю ценность и технологии в основе POS, Proof of Stake, в отличие от Proof of Work. И хотя я считаю, что Proof of Work лучше, и стою на этом, Proof of Stake может дать нам много вещей, которые не умеет Proof of Work. Или не умел до нынешнего времени. Одна из способностей Proof of Stake — вы можете стейкать свои токены и получать за это награды. Это может быть APY. Она увеличивается каждый год. Или вы получаете аирдропы. Конечно, теперь можно делать то же самое с биткоином. Вы можете перевести его на что-то вроде BlockFi или Celsius. Но мы все видели, что получилось. И я советую не передавать ваши биткоины на хранение кому-то еще. Ваши биткоины должны быть в вашем Ledger, должны быть в вашем кошельке, и вы должны просто хранить их. Точка. Но что если бы существовал более безопасный и децентрализованный способ застейкать ваш биткоин или часть вашего биткоина и получать за это вознаграждение? А что если я скажу, что есть способ сделать это? Пару недель назад со мной связался проект StakeLayer. Они утверждали, что являются Agent Layer. Engine Layer, Gen Layer, или как там они называются. В общем, они утверждали, что являются Agent Layer биткоина. А я был скептичен. Я был настроен скептически. Мне не нравится стейкать мои биткоины. Мне нравится держать их при себе. Но я стремлюсь быть непредвзятым, поэтому ознакомился с проектом. Он показался мне весьма интересным и довольно привлекательным. Хоть это и спонсируемое видео, я действительно нахожу данный проект привлекательным и интересным. Именно поэтому я согласился на этот проект. Итак, StakeLayer претендует на роль Agent Layer для биткоина или второго уровня рестейкинга. По сути, это означает, что вы можете не просто стейкать биткоин, но и повторно использовать его для максимального вознаграждения. Чтобы понять это, чтобы по-настоящему осознать эту концепцию, вы должны понять, как работает уровень Agent. Потому что если вы не поймете, то все закончится плохо. Давайте я вам быстро объясню. Итак, чтобы понять, как работает StakeLayer, вам нужно понять, как работает уровень Agent и почему его используют. Представим, что у нас есть криптопроект. Назовем его Xcrypto. Итак, у нас есть Xcrypto. Криптопроект. Mental. Называйте как хотите, это пример. В Xcrypto хотят сконцентрироваться на своем продукте и приложении, но они не желают заниматься сетевой инфраструктурой. Почему? Это дорого, отнимает много времени, нужен отдельный персонал, который знает, чем занимается. Есть риски для безопасности и так далее. Так что они прибегнут к услугам поставщика ПО. В данном случае они используют что-то вроде протокола Agent или Agent Layer. По сути, они передают это на аутсорс Agent Layer, а уровень Agent делает это за них и получает вознаграждение. И тут приходите вы и видите, что можете предоставить им токены и получить большую часть вознаграждений. Как? Ну, вместо того, чтобы стейкать эфириум, извините за мои художественные способности, это больше похоже на воздушного змея. Смотрите, вы держите его в руках. Так, я отвлекся, это не важно. Допустим, вы стейкаете эфириум. Вы могли бы сделать это напрямую или воспользоваться чем-то вроде лайда. И, возможно, получать ежегодно 3-4%. И это здорово. Это не идеально, но нормально. Но если вы используете что-то вроде Agent Layer и стейкаете свои токены на нем, то вы можете обеспечить безопасность сети и, следовательно, получить большую часть сборов.
По сути, вы получаете Staked Ethereum или воздушного змея. Называйте как хотите. Вы получаете большую доходность. Гораздо более высокую доходность, чем бы она ни была. А теперь представьте, что вы могли бы делать то же самое с биткоином, с нарративом биткоина, как это происходит сейчас. Именно это обеспечивает StakeLayer. Вот что делает StakeLayer. Теперь вы понимаете, как это работает. Давайте посмотрим, как StakeLayer может увеличить ваше вознаграждение и делать то, что EigenLayer делает для других криптовалют. StakeLayer стремится стать передовой платформой, предназначенной для максимизации вашей прибыли с помощью технологии рестейкинга. Она позволяет вам повторно использовать ваши биткоины, как я объяснял ранее, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами. И слушайте, биткоин — это нарратив. Экосистема биткоина, биткоин DeFi — это нарратив на бычьем рынке вместе с играми, ИИ и другими темами. Но биткоин лидирует. И то, что они сделали здесь, имеет большой смысл. Они объединяют тренды. Они соединяют биткоин, слой Eigen или стейкинг. И эта комбинация с соусом сверху, если хотите, и есть то, что я называю объединением трендов. И это успешный путь для любого проекта в любой сфере, будь то криптовалюты, бизнес и так далее. Итак, StakeLayer пытается демократизировать доходы от биткоина, сделав его доступным, прибыльным и безопасным для инвесторов по всему миру. Они делают это с помощью технологии блокчейн. Таким образом, вы стейкаете здесь свой биткоин и получаете прибыль, увеличенную, как мы поясняли ранее. Так зачем же выбирать StakeLayer для биткоина, кроме того, что это единственный доступный вариант, насколько я знаю? Сейчас нет других проектов, которые этим занимаются. По крайней мере, децентрализованно. Достаточно децентрализованно или полудецентрализованно. Что ж, во-первых, вы можете максимизировать свой доход в биткоинах с помощью уникальной технологии рестейкинга. Мы уже говорили об этом. Также они заявляют о непревзойденной безопасности. По сути, ваши инвестиции защищены самыми современными мерами безопасности. Можем изучить их позже. Так, уберем эти печенья внизу. Хотя я люблю печенье, пусть и толстею от него. Вот, наел уже. У них удобный интерфейс. Неважно, новичок вы или эксперт в криптовалютах, их платформа сделана так, чтобы ей было просто пользоваться. И по правде говоря, у них очень приятный UI. Они хорошо его продумали. Я действительно отдаю им должное. Также имеются прозрачные процессы. В StakeLayer вы получаете то, что вы видите. Никаких скрытых платежей и сюрпризов. Говоря о сюрпризах, перед продолжением обзора я должен упомянуть, что всегда есть потенциальные риски. И я расскажу о некоторых рисках, связанных со StakeLayer, о которых вам нужно знать, если вы собираетесь связываться с ним. Но об этом позже. А вот архитектура рестейкинга. Можно изучить ее здесь. Конечно, ранее я давал вам более простое объяснение. Но если вы посмотрите на это, то сможете увидеть, как все это работает. А вот и фирмы, отвечающие за безопасность. Это OXGuard или XGuard, CoinSalt и SolidProof. Есть и вознаграждение за баги. Это значит, что если вы найдете баг и убьете его, потому что прямо сейчас у нас есть надоедливые комары, и если вы убьете жука, то я вам заплачу. Если вы придете и убьете этих комаров, которые сводят меня с ума... я отвлекся. В общем, есть награда за баги. Если вы найдете ошибку в их ПО, веб-сайте или чем-то еще, то можете действительно получить вознаграждение. Переходим к разделу PR. Вы видите, что они уделяют большое внимание пиару и маркетингу. Видно, что они уже есть на Yahoo Finance, Forex TV, The Definet и Globe News Wire. Ниже вы можете увидеть их команду. И вот что мне здесь нравится и не нравится. Начнем с того, что не нравится, потому что я считаю это очень важным. Я стремлюсь к прозрачности и пообещал, что буду указывать на красные флаги у любых проектов, спонсируют они меня или нет. Я не говорю, что это красный флаг, но выслушайте меня. Вот здесь их команда. Вот Влади. Это основатель DAO и руководитель отдела операций. Вот Анна, основатель DAO
и руководитель отдела маркетинга. О, боже мой! Анна, если вы смотрите это, то вы прекрасны. Вы выглядите как модель. Просто говорю. И еще есть Яра, креативный директор. Он выглядит так, словно вот-вот убьет меня за то, что я сказал об Анне. Что мне не нравится. Вы можете связаться с ними по электронной почте или в Telegram. Однако меня напрягает тот факт, что нет ссылок на страницы в LinkedIn и нет фамилий. Вы не можете найти и узнать, кто они такие, существуют ли они, проверить информацию о них. И еще написано плюс 10 членов команды. Кто они, где они? Я понимаю, что они, наверное, спрятаны в документах или где-нибудь еще, но дело не в этом. Я не вижу никакого способа проверить информацию. И вот что я сделал. Я связался со своим другом по имени Шэм. Шэм, как дела? Большое спасибо, я действительно ценю это. И его команда пришла к выводу, что пока проект выглядит легитимным, нужно больше времени для исследования и так далее. Они должны были посетить мероприятие, посвященное биткоину, которое проходило. Криптомероприятие в Дубае. Он должен был сходить туда и проверить их. Посмотреть, действительно ли они выступают, действительно ли они там. Но, к сожалению, там прошел катастрофический дождь. По какой-то странной причине события в Дубае могли по масштабу сравниться с Ноевым ковчегом. И чтобы попасть на мероприятие, нужно арендовать подводные лодки. В Дубае, кстати, это возможно, потому что в Дубае можно купить все, что угодно. Но ему не удалось, поэтому он и не встретился с командой. А я хотел удивить вас, ребята. Команда Stake Leia. Я собирался удивить вас, ребята. Но, увы, все пошло не по плану. Пойдем дальше. Здесь видим, что Stake Leia поддерживает разные типы активов. Можете исследовать их самостоятельно. А здесь описаны ключевые особенности. Ими являются низкие комиссионные и высокая масштабируемость. Это чрезвычайно важно, поскольку у Stake Leia не только маленькие комиссии, но и высокая масштабируемость. Потому что он совместим с EVM. По сути, он обеспечивает и повышает ликвидность транзакций. Также Stake Leia поддерживает протоколы биткоина. Это значит, что он работает с популярными протоколами биткоина, такими как ординалы или, лучше сказать, токены BRC-20, марки, токены SRC-20 и так далее. Спасибо Mike in Space за марки и токены SRC-20. И, конечно же, есть собственные инновации. Вот конференции, которые они посещают. Blockchain Live — это то событие, на котором я собирался удивить их, познакомить с ними моего друга. А еще ниже виден их прогресс, или так называемая дорожная карта. По сути, это новый проект, а значит, вы входите в него раньше срока. Это значит, что дорожная карта крайне важна. Новости и ожидания релиза проекта, вероятно, окажут большое влияние на цену и другие факторы. Прямо сейчас мы во втором квартале 2024 года. Мы на стадии предзапуска или альфа-версии. Кстати, вы можете присоединиться к революции, нажав на кнопку справа вверху. Я предлагаю вам это сделать. Вы можете проверить этот проект, провести собственное исследование. Как вы можете видеть, в третьем квартале состоится релиз альфы, а в четвертом квартале пройдет запуск основной сети и начнется развитие экосистемы. Хотя это что-то новое, вы думаете, ок. Но бычий рынок может закончиться вскоре после этого. Пол, ты сам предсказывал, утверждал, что этот бычий рынок будет более коротким. Вы должны понимать, что это связано с биткоином, с экосистемой биткоина, с биткоин DeFi. И я почти уверен, что будут инновации или, может быть, не совсем уверен, может, это не то слово, но я ожидаю инноваций на медвежьем рынке. И я верю, что биткоин-проекты будут процветать на следующем бычьем рынке. Это потому, что такие проекты, как BRC-20, SRC-20 и Bitcoin DeFi запущены очень-очень рано. И они могут продержаться, устоять до следующего бычьего забега. Здесь можно получить ранний доступ к первому протоколу рестейкинга биткоина. Присоединитесь к пресейлу здесь. Я предлагаю вам сделать это и проверить проект. На момент съемки ролика оставалось 9 дней, 15 часов и 46 минут перед ростом цен. Если вы присоединитесь сейчас, то получите доступ дешевле или с меньшими затратами. Со временем цена действительно вырастет. Но каковы риски? Очевидно, что с этим проектом связаны определенные риски. Как и у любого проекта в сфере криптовалют, у этого есть свои риски. Один из них такой,
Что делать, если возникнет проблема со смарт-контрактом? Да, они прошли аудиторскую проверку. Да, они могут с этим справиться. Да, у них есть вознаграждение за баги. Но вы никогда не знаете, что на самом деле происходит со смарт-контрактом. Может быть, есть уязвимость, может быть, что-то произошло, может быть, произошел взлом, может быть, произошла ошибка. Много чего может пойти не так. Проблема может быть даже не со смарт-контрактом. Возможно, это мошенничество или кто-то из их команды действительно обманывает людей. Мы сталкивались с таким раньше, с бэкдором и так далее. Я уверен, что они заботятся о своей безопасности, но про этот риск следовало сказать. Также может произойти слэшинг. Я не буду подробно говорить о нем, но по сути это означает, что награды, которые вы ожидаете, сокращаются, и вы получаете меньше. Это, конечно, не смертельно, но следует об этом знать. И, наконец, возможно, этот проект провалится. Да, мы настроены оптимистично. Да, нам нравится проект, но никогда не знаешь, что произойдет. Это реальный мир. Многое может пойти не так, когда вы инвестируете в фирму, инвестируете в криптовалюты. Рискованно инвестировать во что угодно, будь то криптовалюты или нет. Возможно, утрачивается польза. Возможно, вступают в силу законы. Есть целая куча вещей, которые могут пойти не так. Но есть и очень много вещей, которые могут пойти так. Так каково же мое мнение? Что я думаю о StakeLayer? Я думаю, что вам следует обратить внимание на StakeLayer. Если хотите, это может стать отличным вкладом в развитие экосистемы биткоина. Независимо от того, стейкаете вы или нет, я бы на вашем месте застейкал часть биткоина, а не весь целиком. Я просто хочу сказать это и донести до всех. StakeLayer действительно может принести прибыль как самостоятельный проект, а не только за счет стейкинга биткоина. Обязательно ознакомьтесь с ним и посмотрите, станет ли он хорошим дополнением к вашему криптопортфолио. Теперь, если вы хотите узнать больше об экосистеме биткоина или биткоин DeFi, обязательно посмотрите это видео вот здесь. Слушайте, вы не хотите пропустить данный ролик. Подпишитесь ниже. Увидимся в следующем видео.